Вы когда-нибудь задумывались, почему в вашей SAN-сети задержки часто растут, а реальная скорость оказывается ниже, чем в обычном Ethernet? Ответ часто спрятан не в дисках и не забитых буферах. Он спрятан в таблицах зонирования и опасной иллюзии, что правильные настройки по учебнику защитят вас от физики процессов. Сегодня мы разберем логику работы фабрики. Поймем, как удобные настройки воруют ваши IOPS, почему современный стандарт 64 гигабит NVMe over Fabrics не прощает ошибок, которые сходили с рук на старых 16 гигабитах. Типичный кейс. Вы обновляете парк оборудования. Закуплено современное SHD с портами на 64 гигабита. Поставлены новые коммутаторы. Часть серверов уже поддерживает 64 гигабита. Часть 32 гигабита. Но в углу всегда найдутся старички и на 16 гигабит. Администратор все настраивает по учебнику, создает зоны. Но современная фабрика – это сложнейшая софтовая логика внутри асиков коммутатора. В этот момент создается фундамент для того, что называется slow drain, который задушит вашу новую all-flash систему еще на взлете. Золотой стандарт. Single Initial Tor Zoning. Один хост, одна зона. Считается, что он полностью изолирует хосты друг от друга. Но тут есть нюанс. Если порт хоста в такой зоне начинает флапать, фабрика рассылает уведомление RSCN. Да, этот шторм не долетит до соседнего сервера напрямую, но он ударит по портам SHD. Пока порт массива переваривает этот мусорный шторм уведомлений и подтверждает пакет от одного больного хоста, он вынужден приостанавливать обработку реальных данных. В итоге страдает не один сервер, а также другие хосты, подключенные к этому уже порту массива. Вы изолировали хост логически, но не уберегли порты SHD от плохого поведения нового инициатора. Если вы переходите на NVMe over Fabrics, цена ошибки возрастает кратно. Старый добрый SCSI прощал многие фризы и задержки. Он просто перезапрашивал данные и ждал. В NVMe over Fabrics тайминги работают на уровне наносекунд. У него нет таких гигантских окон ожидания, которые были в прошлом. Любая задержка из-за логического оверхеда фабрики теперь превращается не в подтормаживание, а в немедленный аборт транзакции. Многие пытаются изолировать старичков в отдельной фабрике через LSAN или vSAN. Казалось бы, вот она, чистота. Но важно разделять. Зонирование лечит логику, шторм прерываний, а изоляция трафика должна лечить физику, заторы. Если ваш медленный 16G хост работает с быстрым 64-битным массивом через общий магистральный канал ASL, возникает физический конфликт. Данные долетают до канала на скорости 64 гигабита, но медленный коммутатор на том конце не успевает возвращать кредиты буфера. Результат – затор возникает прямо на магистрали. Даже идеальное зонирование не спасет, если ваш трафик застрял в горлышке ASL. Один тормозящий сервер через общие магистрали вешает все ядро вашей сети. Это slow drain на уровне физики. Чтобы ваша инфраструктура работала стабильно, соблюдайте 4 правила. Первое. Зонирование 1 к 1. Это обязательный минимум, чтобы минимизировать логический шум фабрики. Второе. PowerGuard. Настраивайте автоотключение порта. Но внимание! Прежде чем включать жесткий рубильник, убедитесь, что ваш мультипассинг на серверах отработан до автоматизма. Иначе лечение одного порта превратится в падение всего сервера. Третье. Физическая сепарация. Старайтесь не пускать трафик 16 гигабит и 64 гигабита через одни и те же магистральные линки. Четвертое. Мониторинг Transmit Wait. Следите не только за процентом загрузки порта, но и за временем ожидания. Если порт ждет больше 10% времени, у вас есть что-то, что убивает производительность сети. Помните, Fabric Channel надежность – это не отсутствие ошибок, а способность системы их локализовать.
Не верьте маркетинговым сказкам про умную самоисцеляющуюся сеть. На уровне буферов ASIC все равны, и один тормоз на 16 гигабит может уничтожить производительность вашего новенького All-Flash массива. Настраивайте фабрику с умом. Увидимся.